Те, кто дошел до этого этапа, уже большие молодцы, потому что самая сложная часть этой сложной обработки уже сделана. И сегодня нам осталось выполнить, так сказать, финишную отделку. Если вы не видели первые две части видео, ссылки будут в описании. Давайте продолжим и начнем мы с того, что обтачаем край пояса. Мы отворачиваем обтачку на лицо по линии середины и совмещаем верхние линии. Корсажную ленту мы отгибаем наверх и сразу закладываем сгиб среза по краю пояса и обтачки. И прокладываем строчку по верхней линии. Корсажная лента у нас в строчку не войдет, она будет на пару миллиметров выше в сторону припуска. Я проложила строчку, срезала лишние припуски и можно выворачивать. Сейчас должна произойти магия. Вот у нас получился уже гульфик с одной стороны. Теперь обтачаем откосок. Мы берем внутреннюю деталь откоска и прикладываем к лицевой стороне, совмещая лекальные линии. Линию свободного края. По линии свободного края мы прокладываем строчку до того момента, как она начинает свой изгиб, примерно до этого места. Здесь мы закладываем складку, которая закроет наши припуски, и проложим строчку по верхней линии. Корсажная лента, так же как в случае с обтачкой, у нас останется на пару миллиметров выше в сторону припуска и не войдет в строчку. Мы притачали внутреннюю деталь откоска, и теперь мы можем придать ему какую-нибудь более интересную форму. Например, уголок скруглить, либо сделать скошенным. Для этого нужно проложить еще одну строчку. Я попробую сделать скошенный уголок. Я проложила строчку, сформировала для себя уголок. Теперь можно срезать лишние припуски и вывернуть деталь наизнанку. На следующем этапе нам необходимо завершить все работы в зоне пояса. Я хотела попробовать выполнить поясные регуляторы как альтернативу шлевкам. И честно вам скажу, визуально мне уже это очень нравится. Если вам интересно, напишите в комментариях, я могу снять отдельное видео про эту деталь. Также нужно поставить закрепку в верхней части бокового кармана, чтобы потом спрятать ее под корсаж. И также, если ваша модель предполагает задние карманы, их тоже необходимо выполнить. Я не буду их делать, поэтому я данный этап пропускаю. На следующем этапе мы собираем и разутюживаем шаговые швы и готовимся к соединению брюк по заднему шву. Что здесь важно? Мы складываем детали, разворачиваем корсаж и все это соединяем единой строчкой. Узел соединения корсажа имеет несколько важных моментов. Давайте посмотрим на наш эталон. Первый важный момент. Все линии и детали корсажа должны идеально друг с другом сходиться, для того, чтобы вот это место выглядело аккуратно. Как видите, здесь есть некоторые огрехи. И второй момент. Как видите, здесь корсаж застрочен до самого края. Есть способ, когда он соединяется до нижней границы пояса, и после этого здесь отдельно подгибаются и уголки, образуется такая некая птичка. Я хочу попробовать второй вариант. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вы видите, что строчку я не довела до края корсажа, а провела ее от верхнего края пояса на ширину пояса. Теперь нам можно срезать излишки деталей пояса и корсажа, оставить 3 сантиметра. Эти 3 сантиметра оставляются на случай, если брюки будут расшиваться. И также мы можем срезать усилитель пояса и усилитель корсажной ленты, чтобы минимизировать толщину, которая здесь и так не маленькая. После чего можем уже вывернуть пояс и сформировать нашу птичку. Для этого мы юбочную часть корсажной ленты отгибаем наверх таким образом, чтобы ее можно было зафиксировать, когда мы будем пришивать внутреннюю деталь корсажа. И точно так же с другой стороны.
И у нас выкладывается такой вот красивый уголок. Этот уголок мы дополнительно потом вот на вершине закрепим закрепкой. Мы провели влажно-тепловую обработку заднего шва и корсажной ленты. И смотрите, как у нас теперь все это выглядит. Вот я подогнула уголки. И теперь мы можем уже окончательно сформировать наш задний шов, который будет выглядеть таким образом. И теперь мы уже готовы к тому, чтобы закрыть корсаж. Мы его выкладываем и приметываем внутреннюю деталь корсажа к припуску основной детали. После этого мы потайным стежком фиксируем внутреннюю деталь корсажа к припуску основной детали. Таким образом, чтобы подшивался нижний слой внутренней детали корсажа к припуску. В зоне мешковин кармана мы фиксируем к нижней мешковине. После того, как мы зафиксировали внутреннюю деталь корсажа, мы можем зафиксировать его внешнюю часть, то есть юбочную. Для этого мы прокладываем отделочную строчку, которая закрепляет обтачку к основной детали и заодно передний край корсажа, а также притачиваем детали откоска и застежку к правой части основной детали, где также с другой стороны фиксируется другой край корсажа. Кроме того, начало и окончание мешковин также закрепляется к корсажу, боковой карман и задний карман, если они есть. В районе заднего шва мы фиксируем уголки нашей птички, ее верхние и нижние окончания. Еще мы ставим одну закрепку, которая будет фиксировать откосок к обтачке гульфика. Я выполнила закрепки, и давайте посмотрим, как они выглядят в районе заднего шва, в районе мешковин кармана. Также в зоне обтачки гульфика я вручную закрыла вот этот участок потайным стежком. И у меня небольшой вопрос по поводу такого же аналогичного участка в районе откоска. На моих брюках видно, что данный участок вообще никак не закрыт. Поэтому его можно также подшить потайным стежком, а можно оставить так. Я оставлю так. Завершающим этапом нашей работы будет обработка срединного шва и зоны так называемого самолетика. Шов стачивания передних деталей мы закроем с помощью нижней части внутренней детали откоска. И здесь важно несколько моментов. Для того, чтобы эта деталь выложилась хорошо, строчку, которой мы обтачивали откосок, нужно остановить на расстоянии примерно 3 см до линии середины. И излишки можно надсечь и обрезать. В первой части видео я задала вопрос, почему на моих брюках внутренняя деталь откоска скроена по косой, тогда как внешняя его деталь скроена по долевой. Мне было не совсем понятно, и в одном из комментариев я получила такой ответ, что это именно для того, чтобы когда данная деталь закрывает передний шов, она лучше выложилась. Наверное, это правильно, и я свою деталь перекраивать уже не буду, но буду иметь это в виду. Так что спасибо автору комментария за информацию. Давайте заодно посмотрим, как они обработали здесь этот узел. Нижнюю часть внутренней детали откоска они просто закрепили в одном месте закрепкой. Зону самолетика они закрыли деталью, которая, я слышала, называется лея. Если у вас есть другие версии, напишите в комментариях. Данная деталь может быть по краю просто обметана, может быть обтачена, я видела такой вариант, либо край может быть подогнут. Я для себя использовала последний вариант и скроила вот такой ромбик. Деталь кроится по косой, и размеры детали у меня 14 на 12. Вот смотрите, я ее прошила насквозь мелкими стежками. Излишек мы теперь можем срезать и накрыть сверху нашей леей. Раскладываем швы. Доводить ее не нужно до конца, потому что шов должен иметь еще какое-то расстояние, чтобы разложиться.
Так, длинной стороной мы раскладываем по боковым швам и 4 закрепками закрепляем деталь. Давайте посмотрим, что получилось. Я решила все-таки по 2 закрепки с каждого конца поставить, чтобы зафиксировать подгибку края. И перед тем, как мы закончим, хочу еще сказать несколько замечаний. Первое из них следующее. Если у вас будет возможность, подберите карманку в цвет основной ткани изделия. Вы этим сэкономите себе массу времени на замене ниток. Следующее замечание касается последовательности сборки пояса. Как вы помните, я сначала корсажную ленту соединила с деталью пояса, и после этого только пояс соединяла с основными деталями. Вообще-то классический порядок – это когда сначала пояс притачивается к основной детали, и только потом присоединяется корсажная лента. При таком способе легче работать со шлевками. Я этот порядок изменила только по той причине, что мне такая сборка показалась легче для той ситуации, когда детали пояса довольно сильно изогнуты, как в моем случае. Поэтому я на данном варианте не настаиваю. Можете использовать классический способ. Напишите, как вам такая обработка, насколько сложно. И не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях. Мне, честно сказать, далеко не все далось легко и с первого раза. Зато, примерив такие брюки, я сразу поняла, что время и силы я потратила не напрасно. Это канал «Шьем с умом». С вами была Александра. Пока-пока.